Конечно, это полный провал. В целом интересно, смогу ли я или нет. Я просто ожидал одно, а получилось другое. Это самоубийство. Хрен его знает, посмотрим. Ох, ну что, пора начать блог, как говорится. Меня зовут Алексей Литвинов, я уже представлялся в предыдущем видео. Блог будет про разные вещи, разные проекты. Один из них L8, другой Iron Man, третий это больше про осознанность, про мою жизнь в целом, общие какие-то информации. Мне на самом деле нравится то, что происходит. Необычно, конечно, записывать на работе. Вот. Сегодня я реально начал выходить за рамки проекта, с которым начал работать, там, где я был практически один, стартовал с нуля, абсолютно творческая работа. Но сейчас там какая-то такая пауза получилась из-за того, что я жду результатов эксперимента. И параллельно начал исследовать соседние возможности, там команды разные. Чувствую, что сейчас действительно я начинаю включаться в реально уровень ответственности став-инженера. Все-таки которым я надеюсь скоро стать. Но это уже другая история. Это уже будет в блоке L8. Как раз таки расскажу подробнее про то, что это будет, зачем. Это все будет дальше. Для меня самое важное, как я в принципе уже, наверное, говорил, это делать то, что я хочу, оставаться в настоящем, но при этом достигать каких-то целей. Мне не очень нравится только жить здесь сейчас и, например, только достигать целей, потому что я тогда могу разогнаться очень сильно и все такое. И поэтому я решил, что такой канал, такой блог, он очень сильно мне в этом поможет, потому что я все равно хотел что-то создавать на YouTube, и при этом я хотел идти к каким-то целям, и я понимаю, что контент будет генерироваться из достижений целей, и мне все еще страшно говорить на камеру. Я все еще волнуюсь, но я буду стараться быть все-таки настоящим как можно больше. Цель канала в целом – это показывать, как во всех сферах моей жизни я стараюсь оставаться осознанным, стараюсь жить в настоящем, несмотря на все эти достижения. И это для меня самое важное. До того, как решиться, я очень много медитировал, очень много об этом думал. И мне было страшно, что я по итогу просто, знаете, скачусь в такое безумное достигаторство. В этот момент я не живу, и я не могу так долго поддерживать такое состояние. Это был самый мой основной страх, что я не смогу удерживать все-таки жизнь в настоящем, и при этом, когда это нужно, достигать целей. То есть, знаете, как переключаться вот так вот. Ну что ж, взял себе абонемент вон, про йоги. Буду теперь ходить. Решил купить, но еще не пойти. Это так на всякий случай, просто чтобы как-то добавить себе мотивации. И иду сейчас за петличкой. Казалось, что переходник для айфона не входит в комплект петлички, к сожалению. Поэтому придется заказывать его отдельно. Еще пару дней без нормального звука, обидно. Да, и давайте поговорим про то, что такое Iron Man и зачем мне эта цель. Iron Man – это триатлон, это соревнование по триатлону, где нужно проплыть 3,8 километра, потом без перерыва пробежать 42 километра, потом проехать 180 или 150 километров на велосипеде. Это все нужно делать одно за другим, без каких-либо там остановок. Это очень большая цель, она сложная, и на самом деле мне она интересна не потому, что я хочу там выполнить того же Ironman, а потому что в этом есть очень много необходимых подцелей, чтобы спокойно выполнить Ironman. Например, там есть тот же бег 42 километра. Ну, по факту, пробежать 42 километра без подготовки нормальной, без правильной техники, ну, это самоубийство. Поэтому мне просто необходимо будет научиться правильно бегать. И я уже это делаю. И также надо плыть, надо уметь правильно плавать, надо быстро плавать, надо технически правильно плавать. В этом всем есть развитие тела. И мне интересно исследовать себя. Мне интересно, а как я себя буду чувствовать, если будет вот такая ситуация. А смогу ли я вообще? То есть, знаете, у меня, наверное, общая мотивация ко всему, что я здесь делаю, это глубокий интерес к себе, который проснулся благодаря вот осознанности, благодаря медитации. Я просто иду за этим интересом. Так, ну дорожки вроде кайфовые. Будем тут как раз таки бегать. Это я.
Мое состояние на данный момент по выносливости и по физической форме, честно говоря, нормальный, скажем так, но далеко до того, чтобы выполнить Ironman или что-то подобное. Поэтому буду пробовать по-разному к этому идти. У меня, опять же, не так много времени, как вы понимаете, с учетом того, что у меня есть и другие цели, и я хочу просто жить. Поэтому не знаю, сколько у меня получится на это выделять все, и как я это буду делать, но буду делиться по ходу. Ух, жесть. Всего, 3 километра. А чувствую себя, как будто умер просто. Реально, такой пульс дикий, такой медленный темп, просто ужас. Одним из таких критериев выносливости и тех побочных эффектов, про которые я говорил, это является такая кардиовыносливость, так называемая, то есть или VO2 max, то есть что-то типа насыщения кислородом. Вот. У меня показатель на данный момент достаточно низкий, а я как бы хочу его очень сильно увеличить. Я не знаю, до какого количества, я как-то взял как такую высокую цель 75. Я не знаю, сколько это достижимо или нет, но мне кажется, было бы круто. И мне интересно, как бы реально как я бы себя ощущал в реальной жизни, просто в обычной жизни, вне тренировок, если бы у меня была такая кардиовыносливость. Говорят, что это очень полезно для здоровья, но посмотрим, как это будет ощущаться. Ну, конечно, сегодня день такой. Сложно сказать, знаете, с одной стороны, вот я понимаю с точки зрения осознанности, с такого уровня осознанности, скажем, присутствия, то, что я просто ожидал одно, а получилось другое. Все равно я делал то, что мог. Но, к сожалению, не получалось из-за тех вещей, которые в зоне не моего контроля. С другой стороны, я понимаю также, что это классный знак того, что есть один тул просто у нас внутренний, который очень-очень сильно используется, и я понимаю, что он не очень хорошо работает, именно внутренний. Грустно, что из-за него сегодня у меня не получалось, а с другой стороны, как сказать, это ведь означает, что есть классная возможность что-то сделать в нем, то есть как-то попробовать команде разработки помочь, посмотреть, что у них не так, или помочь им с документацией. То есть это как раз-таки возможность роста какая-то очередная, но как бы все равно тяжело. Вот именно проживать это, когда 2 дня практически никакого результата относительно ожидаемого результата, это, конечно, грустно. Получается, что, по сути, мой прогресс по текущему проекту и MVP, который я делаю, он на том же уровне, что был в среду вечером. Хотя сегодня пятница вечер. Благо, погода фантастическая. Короче говоря, с точки зрения осознанности, конечно, это полный провал, потому что у меня практически не получается пребывать в моменте, из-за того, что я постоянно думаю про то, какие можно было видео вставить, какие там идеи, куда что и так далее. Все это пытаюсь как-то записать, из-за этого вылетаю постоянно. И не получается сфокусироваться на настоящем. Короче, постоянно думаю про YouTube. Вот. Это меня как-то тревожит, радует одновременно, но в любом случае, чтобы это ни было, меня это выбрасывает из настоящего. Ну вот, продолжаю на фоне леса. В общем, я решил запустить один из проектов в своем блоге. Это проект L8 называется. То есть это проект, где я буду идти к уровню номер 8, к 8-му уровню в лестнице такой стандартной фанговской, скажем так. Вот. Фан-компания — это большие технологические компании, которые создают кучу open-source, которые являются законодателями технологических всяких крутых штук. И вот я хочу идти дальше, хочу развиваться. Зачем мне это? Во-первых, мне просто интересно. Мне просто интересно, как я буду себя чувствовать, когда у меня будет такая цель в голове. Плюс мне иногда интереснее блог вести, а когда я веду про это блог, мне интересно развиваться. То есть это такие, получается, взаимосвязанные цели. И на самом деле, почему это называется тогда L8, а не Principal Engineer? Потому что это L8 обычно, это уровень Principal Engineer в таких компаниях. Также параллельный уровень — это уровень директора. Но я не уверен, что я буду развиваться либо в Principal, либо в директора. Да, возможно, на данный момент инерции больше в Principal. Но какая гарантия, что так будет дальше? Может, мне понравится что-то другое, может, мне понравится менеджмент больше. Неизвестно. Поэтому я назвал этот проект просто L8. Так что первое — это интерес к своему состоянию. Второе — это финансы. Потому что понятное дело, что чем выше уровень в компаниях, тем больше
доход. Третье, мне интересно, смогу ли я или нет вообще. Ну, то есть это, наверное, связано со вторым пунктом. Но мне в целом интересно, смогу ли я или нет. Что любой исход будет честным. То есть, может, у меня не получится. Может быть, будет так, что не знаю, я не способен. Это не соответствует каким-то моим ценностям. Или я не могу как бы быть осознанным и при этом достигнуть такого. Хрен его знает. Посмотрим. Что мне нужно пройти, чтобы получить такой уровень? На самом деле у меня нет ответа на этот вопрос. Я бы хотел знать. Но как раз-таки самая сложность в том, что я абсолютно не знаю. Не получится перепрыгнуть. Поэтому следующее, к чему я буду идти, это 6-й уровень. То есть уровень стафф-инженера. Потом senior стафф-инженер, потом принципала. Я не знаю, сколько это займет. Я вообще не знаю, получится ли у меня это в итоге. Очень многие люди вообще никогда не вырастают там из 6-го, из 5-го. Они просто всю жизнь остаются на этих уровнях. И это тоже нормально, потому что действительно это требует определенных ценностей, это требует определенного склада, наверное, личности. И может быть, просто я не буду готов пожертвовать чем-то для меня важным, что будет необходимо, чтобы получить такой уровень, такой статус. Я не знаю, но я точно знаю, что во всем этом я буду сохранять осознанность и буду самим собой. Давайте все же поговорим про мой текущий уровень, потому что сейчас я вам показал там, ну вот 8-й уровень, там есть 6, 7 их, они вообще идут, там вы видели их много. Но сейчас у меня 5-й. И это далеко до 8-го, потому что каждый уровень следующий, это считайте как амплитуда. То есть это амплитуда взрыва, не знаю, там, ну вот, это отличается в разы уровень ответственности, который ложится на человека, который, по сути, ожидается от этого человека, который имеет соответствующий уровень. Поэтому я реально от этого далековато. Сегодня, наконец-то, я начал выходить за свою команду по какому-то влиянию. Ну, просто по-русски это звучит как-то слишком напыщенно. Просто я сегодня сделал запросы в соседние команды всякие, типа, нужна ли им помощь по каким-то сложным, не знаю, каким-то важным, сложным задачам. Может быть, какие-то архитектурные, плановые решения, что-то такое, в общем. Получил много ответов, чего-то еще жду. Запланировал всяких тиктоков всяких, ну, то есть технологических докладов. Очень интересно, конечно, много чего делать. Буду даже глобальные делать доклады на весь лифт. Ой, блин, прям прикольно. Много всего. Сложно оставаться, конечно, в этом осознанным. Особенно, что есть еще вот эта история с тем, что я покупаю сейчас офис. И прямо много всего. Ох, но это интересно.